Приветствую вас на моем канале. Сегодня свяжем такой красивый свитер-паутинку. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Вязать будем из Drops Kid Silk. Здесь в составе мохер и шелк. На 50 грамм 210 метров. Спицами номер 10. Свитерок наш будет с треугольным вырезом. Правильнее назвать его джемпер. Очень воздушное, мягкое и легкое полотно выходит. На весь свитер у меня ушло 2,5 моточка. Начинаем вязание снизу. Оставляем длинный кончик нити и набираем на спице номер 10 обычным способом 92 петли. Плотность моего вязания такая, что в 1 сантиметре у меня 1 петля. Исходите из этих расчетов. Ширина готового изделия получается 46 сантиметров. Сильно петельки не затягивайте. 92 петельки набрали, плюс 1 петлю для замыкания в круг. Петлю с левой спицы переводим на правую, накидываем на нее предыдущую петлю, затягиваем нашу соединительную петлю и возвращаем ее на левую спицу. Следите за тем, чтобы косичка наборного ряда нигде не перекручивалась, смотрела в центр круга. Надеваем маркер. У меня это кольцо, потому что на спице номер 10 стандартные маркеры не лезут. Вяжем лицевыми петельками по кругу на высоту до проймы. У меня рост 158. Я буду вязать 33 сантиметра. Вот что у нас должно получаться в процессе. Такая воздушная паутинка. Продолжаем вязать лицевыми петельками. Я связала 31 ряд. Такое полотно у нас получилось. Теперь приступим к вязанию рукавов. У меня Knit Pro чулочные спицы номер 10. Очень классные, гладкие. Ниточка по ним скользит. Мне очень понравились эти спицы. На 3 спицы нам надо набрать по 7 петель. То есть 20 петель на рукав плюс 1 петля для замыкания вязания в круг. 7 петель на 1 спицу набрали. Подводим вторую. Набираем тоже 7 петель. И на 3-ю спицу 7 петель. Спицы у меня горизонтально лежат на плоскости, потому что если я их возьму в руки, то петельки все повылетают, потому что набираем мы не плотно. Теперь нам надо соединить вязание в круг. Петлю с левой спицы переодеваем на правую, накидываем на нее петлю с правой спицы, затягиваем соединительную петлю и возвращаем ее на левую спицу. Берем 4-ю спицу и вяжем все петельки лицевыми. Провязали первый ряд, провяжем еще 2-й и 3-й, а потом можно будет уже перейти на круговые спицы 40 сантиметров. Будет удобнее вязать. Я провязала 3 ряда, перехожу на
круговые спицы. Сейчас все петельки перенесу и продолжу вязать по кругу. Все, так вязать намного удобнее мне будет. В рукавах мы делаем прибавки в каждом 7 ряду. Нам надо повесить маркер и провязать 6 рядов лицевой гладью. Я довязываю 6-й ряд, маркер. После маркера в каждом 7 ряду из протяжки мы делаем прибавку, провязывая ее скрещенной лицевой. Надеваем на левую спицу и провязываем скрещенной. Довязываем 7 ряд и далее начинаем отсчет рядов заново. В каждом 7 ряду делаем такую прибавочку. Такой нежный рукавчик у нас получается. Я провязала 35 рядов. Вот они, наши прибавочки. Совсем незаметно в полотне. Возвращаемся к нашей тушке. Нам надо присоединить рукава. Подводим рукавчик и провязываем его рабочей нитью с тушки. Перенесли рукав. Теперь нам надо провязать спинку. Вспоминаем, что у нас набрано на тушку 92 петли. 92 делим на 2. Получается 46 петель спинки. Провязываем и будем присоединять второй рукав. Вот мой второй рукавчик, подвожу его к тушке и также провязываю лицевыми петельками. Рукав провязали, возвращаемся к тушке, будем вязать переднюю часть. На передней части у нас начинается вырез треугольный. Нам надо провязать только половину передней части, то есть 46 наших петелек мы делим пополам, получается 23 петли мы провязываем и вешаем маркер. Далее будем вязать поворотными рядами. Мы начинаем уменьшать наш вырез, провязываем 1 петлю, следующие 2 петельки нам надо провязать с наклоном влево, мы их разворачиваем. Провязываем 2 вместе за заднюю стенку. Вяжем по кругу до нашего маркера. И в конце ряда тоже будем делать убавку. Я довязываю до конца ряда, до нашего маркера. Не довязываю 3 петельки. 2 петельки провязываю вместе за переднюю стенку и кромочную я провязываю лицевой. Все, маркер можно снять. На этом месте мы теперь будем делать развороты. В изнаночных рядах всегда петельки вяжем изнаночными. Кромочную снимаю и вяжу до нашего ворота, до разворота. Вот здесь мы с вами встретимся.
Я довязываю ряд, кромочная, тоже изнаночная, разворачиваемся, петельку снимаем, делаем убавку с наклоном влево, провязываем 2 петельки вместе за заднюю стенку. Убавки в вороте мы будем делать в каждом лицевом ряду. Плюс в этом ряду мы будем делать равномерные убавки, которые будут у нас вместо регланных линий. Каждую 10 и 11 петлю мы будем провязывать вместе за заднюю стенку. То есть вяжем 9 лицевых петель, следующие 2 провязываем вместе. Снова вяжем 9 лицевых петель, следующие 2 провязываем вместе за заднюю стенку. Так до конца ряда. Такие равномерные убавки помогут нам избежать шва или регланных линий, которые очень будут выделяться в таком полотне. Я довязываю ряд. Не забываем делать убавку ворота в каждом лицевом ряду. 2 петельки я разворачиваю, провязываю вместе за переднюю стенку. Кромочная у меня здесь лицевая. Теперь условно начинаем отсчет рядов заново. Первый ряд у нас все петельки изнаночные, во втором все лицевые, в третьем все изнаночные, в четвертом делаем равномерные убавки. И не забываем про убавки ворота в каждом лицевом ряду. Я дошла до ряда с убавками. В этом ряду мы уже убавляем не каждую 10 и 11 петлю, а каждую 9 и 10 петлю. Затем снова вяжем ряд лицевых, изнаночных, лицевых. И убавки будем делать, убавляя не каждую 9 и 10 провязывая вместе, а каждую 8 и 9. Затем 7 и 8, затем 6 и 7. И так будем делать, пока не свяжем нужную нам длину верхней части нашего свитерочка. Здесь у меня убавка. Провязываю вместе за заднюю стенку. Далее снова отсчитываю 8 петель. Девятую и 10 провязываю вместе. Так до конца ряда. Я провязала 6 рядов с убавками. Теперь у меня на спицах осталось 55 петель. Мы закрываем петельки обычным способом, только затягиваем их потуже. Провязываем петлю лицевой, накидываем на нее предыдущую петлю, затягиваем, снова провязываем лицевой, накидываем на нее предыдущую петлю. Таким образом закрываем все петельки. В тех местах, где мы присоединяли рукава, под ними в подмышечных впадинах у вас образовались небольшие дырочки. Мы просто затягиваем их ниточкой с иголкой. Прячем все кончики. Такой красивый свитерочек у нас выходит. Очень легкий и воздушный, в то же время тепленький. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.